Всем приветики, друзья! Мы сегодня начинаем проходить крупную игрушку от большого крупного разработчика под названием Chronos The New Dawn, Chronos Новый Рассвет. Это игра в жанре survival horror, то есть здесь нам нужно будет сражаться с врагами, экономить патроны, искать всякие предметы и так далее и тому подобное. Игрушка долгая и игрушка, конечно же, сюжетная. На самом деле предыстория простая, я просто хотела пройти эту игру для себя, но поиграв в нее 15 минут, я решила то, что давай-ка я пройду ее на канал. Несмотря на то, что это будет долго, несмотря на то, что непонятно в какой срок вообще я буду ее проходить, но возникло такое желание поиграть в нее вместе с вами. Разработчик этой игры компания The Bloober Team, это крупная компания, которая недавно порадовала нас игрой Silent Hill 2 Remake. Также я проходила от этого разработчика игру под названием Observer или Observer, я не знаю, как в России принято называть. Я эту игру проходила на 1,5 раза, и это было во времена, когда канала еще не существовало. Также эти разработчики делали игру Medium, Layers of Fear 2. Это хоррор такой. Я тоже его проходила в свое время. И вот буквально прошло совсем ничего с ремейка второго Silent Hill, и выходит вот такая вот игрушка под названием Chronos. Поехали? Я вроде бы все сказала, что хотела сказать. Может быть, что-то еще вспомню. Где я была, почему я отсутствовала такое долгое время и что сейчас у меня происходит, я планирую рассказать сегодня в какой-нибудь момент прохождения. Вспомню, расскажу. Слушай волю тех, кто не заговорит. И если инструменты не хотят, они захотят. Я чуть-чуть начало видела. Чуть-чуть начало играла, я вчера настраивала графику. Тревога. 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 Обнаружена потеря сигнала запущенного объекта. Протокол Лазарь задействован. Добро пожаловать, путник ND-3576. Ваш предшественник перестал функционировать. Пора пробуждаться. Запуск стандартного теста когнитивных способностей. Сосредоточьтесь. Что видите? Ну, это странно, что видишь? Гигант спит. Гигант спит. Еще раз. Корабль тонет. Еще раз. Огонь распространяется. Фаза 2. Сосредоточьтесь. Каково ваше предназначение? Проложить путь и вернуть их. Интуитивно выбрать, да? Вернуть их обратно. Семья поддерживает благополучие своих членов и общества. Мать. Мать — это женщина, которая родила ребенка. Мать. Ребенок. Фаза 3. Ограничение по времени. Сосредоточьтесь. Положитесь только на свои инстинкты. Все уже на месте. Люди. Единство. Конфликт всегда будет существовать в обществе. Конфликт. Общество. Вечность — это бесконечное время, которое никогда не заканчивается. Вечность. Бесконечность.
Тьма. Тьма. Тест завершен. Классный тест был. Добро пожаловать в ваше призвание, путник. Ваша задача — найти своего предшественника ND-3500. Установите якорь. Продолжите нашу работу. Объединение благословляет вас этой реликвией. Песик? Это адаптер EPH611. Пусть он служит вам безотказно. Концепция интересная, да? Такова наша миссия. Такова наша миссия. Покиньте саркофаг, чтобы приступить к заданию. Покиньте. Покиньте. Заело, да? Удерживайте... Так, прицел, чтобы навести прицел на петлю, и нажмите, чтобы выстрелить. Ну, это ясно, понятно. Не работает. Удерживайте прицел, чтобы навести прицел, и удерживайте, чтобы выстрелить в нее заряженным выстрелом. На самом деле, я не очень люблю механику заряженного выстрела. Когда перед тем, чтобы выстрелить, тебе нужно еще вот так вот ждать и только потом бахнуть. Ну, я не знаю, это такое. Но я надеюсь на то, и логично предположить, что оружие поменяется. Типа, мы же не можем всю игру с одним оружием ходить. Путник ND-3576, запуская журнал. Определяю последнее известное местонахождение павшего предшественника. Приступаю к поиску. Вот так вот. Нажми C, чтобы отобразить компас и текущую цель. Вот это мне непонятно, что за капсула. Это капсула на одного человека, получается. У нас есть какой-то предшественник. А мы — это путник. Круто. Так, а сюда нельзя пройти. Еще какая-то капсула, но как будто маленькая. Ну, давай пытаться понять, что здесь происходит вообще. Вот это что непонятно. Это не капсулы, это какие-то кружки. Да. Но уже что-то похожее на город. Как будто бы город был, и потом какое-то вторжение инопланетное. Выглядит вот так вот. Ну да, и детская площадка, могилы какие-то. Да-да, и вот еще это, как называется? Каруселька, короче. Давай разбираться, пропавшие без вести. Никого не узнаешь? Загинелла. Какая загинелла? Так, а фонарь? LF я нажимаю, ничего не происходит. Какая-то скорая помощь. Здание как будто его бомбанули. Жители Новой Зари. Объявление правительства. Не выходите из дома без необходимости. Внимательно наблюдайте за собой и соседями. Сообщайте о любых тревожных симптомах в соответствующие органы. То есть у нас какая-то болезнь, которая поглотила всех или что. Пытаюсь понять, в чем замес. Сообщайте о подозрительном поведении соседей в соответствующие органы. Соблюдайте все меры предосторожности.
Сохраняйте спокойствие, будьте осторожны, не сдавайтесь. Скоро все закончится. Тап, открыть базу данных. Найдено сооружение путников. Захожу внутрь. Сооружение путников, то есть нас? Типа, погоди, была планета обычная, как планета Земля, с домами, с детскими площадками и так далее и тому подобное. То есть мы на планете Земля, скорее всего. Здесь не какой-то там Марс или что-то такое. Там жили люди, они чем-то были заражены. Правительство написало: следите за поведением соседей, следите за симптомами, видимо, какой-то болезни. И после этого на Землю высадились вот эти вот капсулы с путниками. То есть мы — это путник, один из тех, кто здесь уже был. Путник, который до нас был, он помер. И, соответственно, мы пошли ему на смену. То есть мы были как-то в каком-то сне, в гибернации, где мы там были. То есть вообще вот это вот главный персонаж, это человек? Внутри костюма есть кто-то? Или это просто искусственный разум какой-то? Вот я очень надеюсь, что нам это объяснят. Смотрите на надписи и таблички вокруг, чтобы увидеть перевод. Их легко узнать по глазам. Угу. Находчивость — ключ к выживанию. Не выбрасывай еду, делись с соседями. После принятия ванны используй воду для мытья полов или полива растений. То есть тут тотальная экономия. Соблюдай нормы расхода туалетной бумаги. Обязательно пополняй запасы в кладовке при возможности. Используйте атаки в ближнем бою против врагов или для разрушения объектов. Space Stop, от удар кулаком, удар. Ну-ка, погоди. То есть это можно пауков давить. Если видишь паука, не обязательно поджигать дом. Достаточно вот сделать вот так вот. И все. Сколько костюм весит, интересно? Так, я что-то нашла. Давай посмотрим сначала тут. Подожди, у меня что там? Включилось что-то? Ща. Так, короче, пылесос сам включился, и давай просто ездить в метре от меня, как бы убираться, и вообще как бы его не парит то, что я тут записываю. Я не знаю, сколько времени это продолжалось, но, наверное, недолго. Как я включила справку? Через Escape? Атака в ближнем бою. То есть получается, что рукой, да, мы выбиваем то, что на уровне глаз находится, а потом ногой мы допинываем эти доски, правильно? Компас. Кстати, я тот самый человек, который может запросто забыть какой-то элемент из обучения и не использовать его вообще. Поэтому надо прям вот запоминать, люто запоминать в самом начале то, что компас на С. Ходьба, бег, автоматический перевод, зарядка выстрелов, это мы все поняли. Стрельба и прицеливание. Зарядка выстрелов, да, вот она мне не очень нравится. Так, на чем мы тут остановились? Мы открыли какую-то дверь. Опа. Что такое? Энергия 50. А что такое энергия? Она зачем нужна? Патроны у меня справа внизу. 6 патронов всего. А энергия это что такое? Боеприпасы для пистолета. Фабрикатор. Боеприпасы изготовить. Вам не хватает ресурсов для изготовления. Боеприпас можно изготавливать? А из чего? Из энергии, что ли? Как обучения не было по этому поводу, я ничего не знаю. Ну вот, похоже на какие-то типикал квартиры, да? Ну, скорее всего, это так как это survival horror, то есть мы здесь будем изготавливать патроны, изготавливать аптечки, экономить на выстрелах или стараться это делать. Временами будем страдать и переигрывать одно и то же место, но такая вот игра. А почему справка-то не убирается? Она хочет, чтобы я сначала разрушила препятствие. Не открывайте. А у меня как бы сразу все разрушилось, это ничего?
Туалет. Энергия 50. Давай посмотрим. Вам не хватает ресурсов. Я просто раз и навсегда хочу разобраться с этим. Короче, я поставила... дверь заперта. Поставила такую яркость не сильно черную, если так можно выразиться. Чтобы у тебя не был черный экран, немножко так вот посветлее сделала. Конец школе, 24 ноября. Школа закрыта. Надеемся навсегда. Госпожа Ревинска сказала нам каждый день что-то писать. О том, чем мы занимаемся дома и как мы себя чувствуем. Правда, она не сказала, сколько слов. Ну вот я и пишу. Я чувствую себя лучше, когда не хожу на математику. Ха-ха. Сейчас пойду кататься на санках с королем или королем и Марселем. Ура, свобода! 25 ноября, на следующий день. Мама сказала, что сегодня нельзя выходить на улицу. Что-то происходит. Как жаль. Кароль говорил, что покажет мне новое крутое место. Эх, тогда, наверное, завтра. Папа принес домой апельсины. Он сказал, что дядя Стефан дал их ему. Такой странный вкус, немного терпкий. Друзья обзавидуются. А чё, апельсины у них как, в дефиците? Пап, я просунул ключ под дверью и иду искать маму. Просунул ключ под дверью и иду искать маму. Может, сюда, под эту дверь он ключ-то просунул. Туалетик. Видишь, такой серенький экран, не черный. Ну понятно, надо применять надо что-то. Десятое декабря. Сидеть дома так уныло. Мама говорит, что все становится серьезно. Папу уже даже на работу не пускают. Видел каких-то мужиков, которые что-то странное делали на нашей площадке. Теперь там все разрушено. Полно грузовиков и мешков с песком. 20 декабря. Скучно. Папа заболел, а мама в шахматах слабачка. 26 декабря. Никакого Рождества, пока папа не поправится. Ночью я слышал взрывы. На улице в снегу лежат люди. Мама сказала, что они играли с фейерверками. Она что, не знает, сколько мне лет? Я видел Кароля среди них. Среди людей, которые в снегу лежат? Вот это жестко. Что все-таки произошло? Эта записка все равно не объясняет этого. 28 декабря. Мне жалко маму. Когда мы встречаемся в коридоре, она мне весело улыбается, но ее глаза совсем красные. Она сказала мне не заходить в папину комнату, потому что я могу заболеть, так же, как он. 30 декабря. Я больше не могу. Мама пропала. Она никогда раньше не уходила из дома так надолго. Мне становится страшно. 31 декабря. Я знаю, мама запретила заходить в его комнату, но папе так больно. Он постоянно повторяет мое имя и зовет меня, а она все еще не вернулась. Я должен ему как-то помочь. То есть мамины глаза, получается, батя заболел, потом мама поняла, что она тоже заболела, и чтобы не заражать сына, ушла из дома. Или она пошла за лекарством для бати, или что? Старый ржавый ключ. А щеколду, да? Откроем. Угу. Ключик старый, ржавый. Ага. Очень удобно, кстати. Кухня какая-то. Химикаты. Простые химические вещества. Подходят для изготовления множества полезных ресурсов. Химикаты для лечения, что ли? Боеприпасы для пистолета. Ремкомплект малый. Инжектор с жидкостью, которая устраняет пробои в темпоральном панцире. Я так понимаю, что это наша броня. Позволяет немного восстановить целостность панциря. Создано ремкомплект малый 1. То есть будет еще и ремкомплект большой? А энергия все-таки для чего? На тап. Подожди, справка. Справка. Вообще про энергию ничего не сказано. Че? Подожди, что? Ресурсы для изготовления предметов хранятся отдельно от инвентаря и имеют собственные ограничения по количеству. Круто, но для чего энергия, непонятно пока. Вот, насколько я понимаю, обшаривать нужно вообще все. То
То есть не просто пробегать, а вот так вот, чтобы что-то собрать и пополнить себе здоровье, пополнить себе боеприпасы, нужно прямо везде вот так вот ходить по всем частям локации. Ну, попробуем. Ну да, вот смотри, если бы мы просто прошли дальше, мы бы упустили вот это все. Какие-то вот обычные комнаты, но почему-то везде песок. А вот сюда можно пройти? Нет, тут уже борода. Атаки в ближнем бою для разрушения объектов. Энергия 25. Ну я жду объяснений. Жду объяснений, пока объяснят. Маршрут эвакуации. Фу, мясо какое-то. О. Собачка или киса? Фига себе дверь. Пу-пу-пу. Магазун? Магазун — это склад. Магазин — это не... Магазун — это не магазин. Да, какой-то обычный дом. Обычная швейная мастерская. Так, надо прям везде смотреть. О. Сохраняй спокойствие, нам не грозит эпидемия. Вот что говорит эксперт. Хотя многие жители испытали похожие симптомы, это явление не имеет признаков того, что ситуация выходит за пределы нормы. Уверяет доктор Роберт Тыква. Роберт Тыква, ну из департамента здравоохранения. Вся эта абсурдная ложь о том, что люди массово слепнут, создана только для того, чтобы сеять панику. Люди массово слепнут? Это и есть тот симптом? Гражданин, если все еще боишься гипотетической эпидемии, лучший способ защитить себя и других — не допускать ее возникновения. При появлении любых симптомов не выходи из дома. Чё пикает? Сохранялка. Я перезаписала ту сохранялку, которая у меня была при проверке игры. Предохранитель. Защитное устройство, предохраняющее электрические цепи от возникновения сверхтоков. А ты кто? Найден проход в сектор D3-1. Периметр выглядит безопасным. Порт в этом убежище теперь активен благодаря предохранителям из другого устройства наверху. На базе осталась реликвия. Это излучатель. По воле объединения я забрал его. Он поможет призванию. Послание моим преемникам. Если вам понадобятся ресурсы, вы можете взять мои. Код 367. Я иду в сектор C31. Такова наша миссия. Я нашла журнал. Его оставил здесь предшественник. Он отправился в сектор C31. Продолжаю поиск. Генератор. Не хватает 2 предохранителей. Мне нравится, как она говорит two fuses. Да, еще один надо. Там подперли чем-то дверь, похоже. Ну вот смотри, я же говорю, пропустила что-то. Химикаты 1. Химикаты для лечения, правильно ведь? Ну все, у нас выхода нет, только на 2-й этаж. Мы принимаем талоны, выданные только в городской администрации Кракова. Надеюсь, в записках будет все больше и больше рассказываться о том, что произошло. Опять дрога эвакуации жна. Так. Ящик надо не профукать. Энергия 25. Не, ну если дают энергию, я буду брать. Правда, я пока не знаю для чего. Какой-то новый проход. Вот эта вот область какая-то новая. Сначала сюда.
Так, ничего пытаемся не пропустить. Да-да-да, вот что-то есть. А записку? Записки нет? И пройти нельзя. Ну все, значит, путь только один — вниз прыгать. Так, здесь. Это что? А, фьюз. Все. Так, раз, два. И, короче, я же вообще уворачиваться не могу. Я еще застреваю, серьезно. Очень много патронов я потратила. Просто... Давай добивать так. Что это вообще? Я столкнулась с сиротой. Оно мертво. Панцирь не поврежден. Ремкомплект малый. Ремкомплект использовать. Ага, ну понятно. У нас типа красный цвет, желтый цвет и зеленый. Ну, совсем плохо. Я не поняла, как разбираться с этим врагом. Есть ли у него уязвимые места? Я просто потратила все патроны. Пока ничего не поняла. А, магазин. Какой там магазин? База данных, магазин, журналы, путник. 367. Если вам понадобятся ресурсы, можете взять мои. Может быть, в магазине будет? А, полученный код 367. Серьезно, даже подсказки есть? Ну, вообще не часто такое в играх встречается. А ты знал, что продукты питания могут быть хорошими даже после истечения срока годности? Что один чайный пакетик можно заваривать до 6 раз? Что из одной лишь муки и воды можно приготовить десятки питательных блюд? Что здоровье не требует наличия мяса в твоем рационе? Не думай я, думай мы. Вместе мы победим. Мэр Новой Зари, товарищ Зенанг Меч. А, ну-ка, погоди. Боеприпасы для пестика. Боеприпасы, зарядка. Ну, что-то как драться я пока не поняла. Видишь, прикол таких игр в том, что главный герой, он неподвижный. Если на тебя подошел враг, прямо тебе в лицо, ты не можешь ни вправо, ни влево, ты будешь застревать. У тебя нет даже функции для того, чтобы отпрыгнуть. То есть это не Dark Souls, где ты крутишься там вот так вот по кругу, можешь отбегать как угодно. То есть это конкретно вот такой тип игр, в котором тебе лучше не подпускать просто врага близко. Придется попариться с этим. А, срез, ну понятно. Запустить генератор. Кися, кися, кися. Ну, какая-то помощь приезжала. Так, проход прямо, проход налево. Пройти, если сюда, то что будет? Конечно. Я поняла, они прячут лут вообще везде. Камера, ценный предмет, ценный электрический предмет из прошлого. Хотя сейчас он уже не работает, на рабочей станции из него все еще можно получить много энергии. Ценные вещи занимают место в инвентаре. То есть энергия, которую мы собираем, нужна будет... А, слушай, а если она нужна будет для какой-нибудь прокачки? Если из камеры, как из ценного предмета, можно получить энергию на какой-то станции, то, возможно, будут какие-то станции улучшения, где мы будем тратить энергию. Ну вот опять, энергия 50. Сообщение о пропавшем человеке. Еще один мальчик. Марсель Мажес, 8 лет.
Темно-синее пальто на пуговицах, черный галстук, гольфы до колен и поношенные кожаные туфли черного цвета. Симптомы отсутствуют. Немедленно сообщите по рации, чтобы начали поисковую операцию. Это все друзья того пацана, который писал записки маме и папе. Ну, вот который мы читали. То есть, короче, если я вижу вот такие лампы, надо подходить, да? Такая логика у игры. Угу, тут закрыто, тут можно прыгать. А если пойти вот сюда? Это что такое? Химикаты. Ну, то есть оранжевая лампа как бы намекает. Подойди сюда, здесь какой-то лут есть. Причем критически важный в survival хорроре. Так, дырка какая-то. А, я-то думала, нам сюда надо идти. А нам вообще сюда. Фу, это что такое? Я наткнулась на деформированную биомассу. Рекомендуется осторожность. Это что, как? Почему так произошло? Смотри, люди прямо слились в какой-то кусок. Что за жесть? Это сохранялка, что ли, или что такое? Ну-ка, энергия. А что-то энергии много дают, а патронов и химикатов вообще практически не дают. Здесь что, пройти можно? Там проход-то есть? Может, я хочу прокрасться по скале? А0. Послание тем, кого отправили сюда после меня. Если вам поручили найти цель, которая находится в секторе А0 или в любом другом секторе рядом с больницей Единства, вы не справитесь. Поэтому я перекрываю туда путь. Шансы пробраться туда почти нулевые. Ресурсов крайне мало. Подумайте о других способах быть полезными призванию. Такова наша миссия. То есть одна из спутников, не из спутников, а из спутников, она перекрыла, получается, вот этими воротами вот этот путь из-за того, что он очень опасен. А, ну понятно, мне в какую-то дырку идти надо. Сейчас, наверное, будет драка не на жизнь, а на смерть, да? А, ну конечно, я лучше отбегу. Вот я выстрелила просто в середину тела. Надо было добить, надо было добивать. Это как бы ошеломляющий, получается, удар или что? Пипец. Ну что же такое? Что же такое случилось? А игра может дать мне потренироваться просто. Жесть. Боеприпасы для пестика. В смысле, с врагов все-таки что-то падает? Ремкомплект малый. Ремкомплект. Использовать. Красное здоровье становится оранжевым. Чтобы быстро создать боеприпасы для текущего оружия, удерживать 1, 2, 3 или 4 без открытия инвентаря. 1, 2, недостаточно ресурсов, боеприпасы для пистолета. Ё-моё. Ну, короче, вот этот пистолет с долгой зарядкой, он что-то мне не очень нравится. И получается, что стреляя примерно в область паха, я могу сбить этого врага и подойти его пинать ногой.
Наверно. И чё? Химикатик. Ремкомплект малый. То есть у меня 2 их получится, да? Не совсем понятно. Это чё? Теплица какая-то. О, венки какие красивые. Я тебе говорю, они прячут, смотри. Химикат просто за прилавком. И если ты не пройдешь, ты и фиг что возьмешь. Хаос укращен, скоро все вернется на круги своя. В своем последнем обращении к народу генерал Войцех Ярузельский заверил, что кризис, затронувший множество польских городов, взят под контроль. Министерство обороны успешно завершило операцию по стабилизации ситуации по всей стране, и благодаря оперативному вмешательству военных распространение чужеродного вируса было остановлено. Ну тут типа ковид, да? Ковид, который ослепляет людей. Не обоняние им убирают. Генерал Ярузельский призвал жителей закрытых на карантин городов не падать духом и соблюдать установленные ограничения. Он также объявил о планах создать специальную комиссию по определению источника этой широко распространившейся чужеродной болезни. То есть, что, источник пока непонятен, да? Но почему люди сплелись вот в эту биомассу, вообще не ясно. 2 главных вопроса, понимаешь, у нас. Кто виноват и что делать с этим? Принципиально важно разобраться. Опять там этот голопопик бежит. Ну куда ты? Ну возьми, прыгни. Что там? Я надеюсь на дробовик. Дробовик — это хорошо. Это то самое. Так, ну давай это... Не будем бить ящик. Это я открываю проход, только зачем? Да, это мы в начало идем. Получается, все перегорожено, кроме этого места. Опа, это что? Энергия. Нужен ключ, смотри-ка, нужен ключ. Сироты становятся сильнее, когда сливаются. Рекомендуется действовать с максимальной эффективностью. Настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Такова наша миссия. Стратегический совет. То есть эти чучелы еще могут сливаться. И получается чучело X2. Рабочие новой зари. Объединитесь ради лучшего будущего. Возможно, на полках что-то есть полезное. Вот какой-то черт. И смотри, видно, что эти щупальца двигаются. А что, света не дали? И вот тут самый ключ. Ключ от двери магазина. Он высасывает, типа, щупальца, что ли, из трупа? Он же меня сейчас зажмет. Да ты серьезно? А если ему в кулак стрелять? Пипец, то есть я не могу понять, у них есть уязвимая точка какая-то или нет.
Сейчас мы будем выяснять, есть ли у них реально какое-то место, в которое лучше стрелять. Я что-то врубить не могу. Вот отсюда у нас ключ. А лечиться? То есть, если я желтого полечусь, то мне же лучше будет. Я, получается, больше ударов выдержу. А какой план? Сразу бежать на него? Не ждать, пока он сюда подойдет? Может быть и так. Может быть и так. Может, вот тут зафигачить прям? 2. 3 заряженный. 4 заряженный. 5 заряженный. 6. Наблюдение. Когда они сливаются, они становятся сильнее. Живые враги могут поглощать убитых существ. Должна стараться не допускать этого. Погоди, еще раз. Слияние врагов. Враги могут сливаться с трупами, становясь сильнее и опаснее. То есть он подходит и как бы высасывает оттуда что-то. В этом случае они принимают более ужасающие и выносливые формы. Погоди, сколько нам требовалось заряженных выстрелов на обычного врага? Я так и не смогла запомнить. Здесь 6 выстрелов. Ну, это как бы много, потому что патронов очень мало. Боеприпасы, зарядка выстрелов, перезарядка оружия. Это и коню понятно. Быстрое лечение на Q. Это я тоже запомнила. А что нужно делать, чтобы они не сливались с трупами? Получается, ты тогда будешь высаживать просто все патроны? А что я могу сделать? Тут вообще пусто. И даже на полках никакого лута нет. То есть, вот, к примеру, он помер, но у него, видишь, вот это шевелится. Кишка вот это шевелится. Это получается, что он встанет или его кто-то высосет? Не совсем логика пока ясна. Ключ двери магазина. А у меня на плече камера какая-то, что ли? Реально камера, смотри. Как прикольно. А, это камера-фонарик. Кися! Ты Кися? Здравствуйте. Да я не собираюсь стрелять, я просто хочу посмотреть. Здесь кот. База данных обновлена. Боровка. Боровка — это котик? Для меня? Кот дал ремкомплект малый. Кот, боровка, да, посчитаем? Там вроде было сказано, что какая-то записка есть. База данных, файлы, коты. Коты, имя боровка. База данных... Подожди, база данных котов? А почему база данных котов? Или это, получается, кот исчезает и дает тебе подарок, или что? О, 3 патрона. Ну, это вообще... Это полностью survival horror. Что такое? Терминал заблокирован, доступ запрещен. Сущности не обнаружены. Найден терминал. Отмечаю его место на будущее. Боеприпасы пистолета, не хватает ресурсов. Выход. Ага, выход оброс. Так, я сначала пошарюсь, посмотрю, может где-то что-то валяется. Да, энергия. Худший враг. Успех нашей милиции. Комиссар Михаил Рыбак и его отделение доложили о значительном прогрессе в расследовании по делу о растущем числе пропавших без вести людей. Мы должны оставаться терпеливыми и избегать паники любой ценой.
Страх — это наш главный враг в этом кризисе. Среди хаоса, захлестнувшего наши улицы, человек может слишком легко потеряться. К счастью, усилия военных по стабилизации ситуации помогают нам поддерживать порядок и безопасность. Комиссар обещает, скоро мы вернем ваших близких домой. Звучит как бред, да? Так, а вот ворота пикают, или это не ворота пикают? Вот это пикает. Идет сохранение. А чем отличается по виду сохранение от ящика? Ядро. Ядра могут использоваться для разблокировки специальных улучшений оборудования путника на рабочей станции. Ядра занимают место в инвентаре. Положить предмет ядро. Ой. А, тайник. В смысле тайник. Тайник? Как в Резиденте или что? Или как? Как это работает? Рабочая станция улучшения. Меч МК-16-15, пистолет. Темпоральный панцирь, костюм. Темпоральный панцирь. Почему это именно темпоральный? Это намек на Death Stranding? Темпоральный дождь, там, темпоральный панцирь. Улучшить. Целостность панциря, слоты инвентаря и лимит ресурсов. Целостность панциря и слоты инвентаря. Вы приобрели улучшение. Да подожди, сколько стоит это? Огневая мощь пистолета. 3000 энергии. Все, я примерно поняла. Вот сколько стоит улучшение. То есть мощь была 80, стала 90. Стоит это 3800. Стабилизация 500 рублей. Скорость перезарядки 700. У меня 375 и ядра нет. А ядро потратилось... То есть... Ядро на улучшение костюма, что ли, идет? То есть на слоты инвентаря я потратила одно ядро, получается. Купить, продать. Камера — ценный предмет. Камеру надо продавать по-любому. Ой. Камера Е продать. Продать предметы камера. Прибыль 800 энергии. Ну, понятна логика. Находишь ценные предметы, продаешь и улучшаешь себе костюм, и улучшаешь себе оружие. Ремкомплект малый. Пробои в темпоральном панцире. Это... А я могу купить ремкомплект малый? Один. Почему только один? Боеприпасы для пистолета. А если я куплю на все? То есть я купила все боеприпасы, которые вообще существуют. Тайник. Сложить предметы. Забрать предметы. 8 забрать. Боеприпасы для пистолета забрать. А, по 15 они склеиваются. Ремкомплект малый. То есть я с собой буду носить 4 ремкомплекта. Нет, 6 даже. А, ну это круто вообще. Гильзы для дробовика. Это просто гильза для дробовика, это составляющая? Или это прям целый патрон? Ядро. Подожди, ядро. Улучшение. Целостность панциря. Одно ядро. Ну все, целостность и слоты мы с тобой сделали. Нужно больше ядер. Все, гильза для дробовика не знаю зачем.
А, и сохранилку можешь делать. Подземная станция. Открывается просто так? Как и большинство твердых органических веществ, таких как дерево или биологическая материя, тела сирот подвержены быстрому окислению. Мои наблюдения также показывают, что сжигание — это эффективный способ избавляться от органических скоплений, которые я называю биомассой. Факел — самый эффективный способ для полного уничтожения тканей, прежде чем они успеют регенерировать. Такова наша миссия. Факел — эффективный способ для полного уничтожения тканей, прежде чем они успеют регенерировать. А они что регенерируют? Как они регенерируют? Сироты, я так понимаю, в их понятии это просто люди обычные, которые превратились в биомассу. Подожди, а факел-то где взять? Оружие у меня вообще только одно. Что-то немножко подрагивает. Найти способ открыть ворота. Ага, фиг. А что требуется сюда? Какой-нибудь заковыристый ключ? О, ну здесь вообще замок надо открыть. Вот здесь 100% ключ. Так, я проверяю, чтобы ничего не пропустить. Оба. Ох, жесть. Ну, как будто здесь кто-то уже что-то пожег. Станция распределения. Взаимодействуйте со станцией распределения, чтобы пополнить боеприпасы для огнемета. Что за огнемет? Горючее для факела. Крайне горючее вещество, используемое в факеле. А сам факел-то где? Химикаты. Вот эти два патрона мне мешают. Нажмите колесо рядом с биомассой, чтобы ее сжечь. Стоп, что это такое? Горючее для факела. Это на один раз или что? А, эта штука на один раз. Какой-то патрон для факела. Я не знаю, что это. Я не знаю, как это понять. Может быть, это что-то встроенное в оружие ближнего боя. Помнишь, когда была изначально заставка в начале игры, там показывались, как бы, что у нее какая-то штука, типа кассета, что ли. А вот гермоключ путника. Устройство разблокировки дверей, запечатанных путниками. Найдено в секторе A31. Гермоключ — это круто. Все, меня никто бить не будет. Или будет. Вот это сжигать надо. Гермоключ. Это вот тут. Смотри-ка. Энергия. Запрет на массовые собрания. Вирус не дремлет. Собираясь в группы, вы помогаете распространять болезнь. Согласна, нам вот так же говорили. Может ли гражданка подтвердить, что ее зовут Вероника Каминска, год рождения 1948? Доктор Вероника Каминска. Что происходит? Почему я здесь? Меня что, арестовывают? Доктор, вы здесь потому что
Ситуация на металлургическом заводе изменилась. Мы завладели определенным объектом. Объектом? Пока ничего не пойму. Объект с металлургического завода. О чем тебе это говорит? Так, это что такое? Так, стоп, стоп, стоп. Отправиться к последнему известному местонахождению предшественника ND-3500. Так, перед тем, как я отправлюсь... Еще же была какая-то дверь. А, это дверь сюда, точно. Все, я думала, какой-то еще проход. А вот это как? Это вот как? Если здание пробито, то почему его вверх не падает? В смысле, присоединяйся к нам. Только единение во Христе может дать нам укрытие во время бушующей бури. Церковь последних дней – твое убежище. Так, энергия, энергия. А как что мне делать-то? Спускаться вниз или не получится? Ой. Танки какие-то. Что написано? Слова партии – пустая болтовня. Свобода рабочим металлургического завода. А, это металлургический завод. Инструменты для работы с металлом. Слушай, ну нас навряд ли пустят вот сюда. Но вот здесь сбоку может что-то быть, да. Какая-то станция. Угу. Так, ну вот тело, например, и... Жесть какая-то, смотри. У него на ноге еще 3 руки. Ну да. Слушай, я пока до конца не понимаю, как это работает. Карантин объединяет. Министерство обороны призывает всех граждан игнорировать дезинформацию, распространяемую западной разведкой. Карантин, введенный в городах Польской Народной Республики, единственное эффективное средство в борьбе с распространением вируса до тех пор, пока не появится вакцина.
Запрет въезда в наши города и передвижения по ним необходим для того, чтобы остановить зараженных людей от безответственного или неосознанного распространения болезни. 1981 год навсегда запомнится как великое испытание для нашего народа на стойкость и верность, заявляет министр здравоохранения и социального обеспечения Ян Добруцкий. При этом власти Народной Республики заверяют, карантин укрепляет нашу волю во время катастрофы, обрушившейся на нашу страну. Это что? А? Ну вот везде валяются вот такие челики с кишками. А поджигать-то мне их нечем. А если они все встанут? Нажмите колесо с телом убитого врага, чтобы его сжечь. Огонь сжигает тела убитых врагов и оглушает живых. Так у меня же нечем сжечь-то. Горючее для факела 1. А чего так мало-то? Но 1 заряд, вы что, серьезно? Они вообще тут повсюду валяются. Как так, 1 заряд? Ух ты, что такое? Не, мне с ними не справиться, здесь просто куча их. Если предположить, что все они будут вставать, достигнут лимит ресурсов химикаты. Боеприпасы, горючее для факела. А что это такое? Для факела, я же могу его крафтить. Крафтить из каких-то шестеренок. Боеприпасы пестика. Так, взяли химикаты. Тут что за жесть? Жесткая пещера какая-то. Тревога. Конфликт. Какой конфликт? Что там, 6 патронов на него? Ах, черт, там еще один. Не-не-не-не, не надо было. Смотри-ка, с бронированного что-то падает. Да погоди, не вставай. Продолжить нашу работу. Такова наша миссия. Что за черная дыра? Ремкомплект малый. Все в этой массе. Вижу павшего предшественника. Излучатель. Небоевой модуль реликвии, способный настраивать свойства аномалии. Может использоваться для управления временными аномалиями. Найден модуль реликвии. Излучатель. Его можно использовать для управления аномалиями. Нажмите, короче, чтобы прицелиться в ядро аномалии, удерживайте Ctrl, чтобы управлять ей. Заново, что ли, построите мост или проход какой-то? Прицелиться в ядро аномалии, Ctrl управлять.
Чё, как я это сделала? Чё такое? Я сама не поняла, как это сделала. Ну, просто Ctrl что-то нажала и все. Короче, предшественника рука была там, а его тело вот. Я у предшественника ND3500. И что, он помер, понятно будет? Якорь не поврежден. Отлично. Открываю журнал предшественника. Пытаюсь восстановить данные. Цель получена. Предшественник искал цель по имени Эдвард Вишневский. Вычисляю координаты. Подтвержденное место погружения в секторе D3. Это жилой комплекс неподалеку. Тебе так и не удалось до него добраться. Я продолжу твою работу. Призвание продолжается. Какой-то якорь. А как якорем пользоваться? Отправиться в жилой комплекс сектора D3. Найти место по заданным координатам. Да, и тут я резко вспоминаю то, что у меня есть компас. Некоторыми аномалиями можно управлять несколько раз, чтобы изменять их состояние. Escape видеосправка. Так надо посмотреть. Прицелиться в ядро, нажимать Ctrl, чтобы перемещать ее назад или вперед во времени. А, даже так? Временные аномалии. Это объекты или структуры, застывшие или зацикленные во времени. Им можно управлять с помощью модуля излучателя. Ну, короче, насадка на пистолет — это модуль излучателя. Броня путника огнеупорная, не повреждается пламенем. Станция распределения. Так, ну просто попробуем. Найти надо ядро сначала и в него прицелиться. И Ctrl. А как я могу управлять? Не до конца понимаю, если честно. То есть... А, мне сюда, наверное, надо. Просто тупо Ctrl нажимаю. Новые ограничения в общественном транспорте. Пассажиры без действующего пропуска будут оштрафованы. В одном вагоне может ехать до 5 пассажиров. Между пассажирами должно быть хотя бы 2 свободных места. Пользуйтесь трамваем лишь в крайнем случае. Рабочие металлургического завода «Новой Зари» с сезонным абонементом должны предъявить свои рабочие пропуска и удостоверения. Пропуска и удостоверения. Стоп. Ничего не пропустили? Энергия, химикаты.
Вот это разрабы прячут, ну ты посмотри. Так, куда мы должны были идти? В какой-то жилой комплекс? А где ядро? Ага, пришли. Так, ну-ка смотри, третья. Зря. Зря я выстрелила четвертую. Вообще супер аккуратно надо стрелять. Достигнут лимит химикатов. Боеприпасы. Не, ну патронов реально мало получается. Что там в машине? Энергия 200, офигеть. Фига, он в полете получил. Такой же разогнался, так неплохо. И в полете подлетел. Так, а куда выстрелить? О! Это было как-то супер неожиданно. История Новой Зари. Для Польши конец 1949 года стал зарождением Новой Зари. Тогда началось строительство первых муниципальных зданий этого города будущего. Здесь собрались лучшие и ярчайшие умы нации, чтобы воздвигнуть лучезарный символ триумфа социализма. В центре этого города будущего происходило строительство крупнейшего промышленного комплекса страны – металлургического завода «Новая Заря». Он воплотил в себе человеческие амбиции и объединенные усилия. Металлургический завод вскоре стал гордостью всей польской нации. Строители этого грандиозного проекта трудились с небывалым энтузиазмом, создавая неповторимую систему лидерства, ставшую всеобщим вдохновением. Эти передовики труда, ведомые чувством цели и выдающимся мастерством, стали живыми воплощениями идеала социалистического человека, преданного делу, могучего духом и непоколебимого в своей верности коллективу. Среди этих героев выделяется одно имя – Роман Барыка. Он вошел в историю благодаря своим выдающимся достижениям. 21 июня 1950 года Барыка со своей бригадой добился невероятного. Они установили впечатляющий рекорд, уложив 19 тысяч кирпичей всего за один день. Возводились современные дома, которые привлекали смелых юношей и девушек со всех уголков Польши. Эти первопроходцы ехали сюда не только строить, но и создавать новую жизнь в обществе, призванном удовлетворить все потребности своих граждан. Новая Заря стала не просто городом, а сияющим маяком надежды, где семьи могли процветать и воспитывать своих детей в духе истинного социализма. Типа город был какой-то передовой и крутой. Комикс номер 1. Агент Каттерс в деле. Убийство в ключе до Минор. Чё, как понять? Мне это нужно будет для чего-то? Опа. Вот это неожиданно было. Патрон для песика. Так, магазин, тут чье-то сообщение еще. Люди придумали письмо, чтобы передавать свои послания сквозь время. Конечно же, мне некому передавать свои послания. Я последний. Так что это единственный способ преодолеть разрушительное влияние времени. Я могу сохранить свои мысли, отправить их себе самому в будущее.
Защитить их от забвения. И какой смысл? Интересно. Какой смысл он это наговорил? Ну, отправил себе записку в будущее. Ну, вернее, аудиосообщение. И чё? Так, ну нам, похоже, вот сюда. Обмен книгами приостановлено. Ой-ой-ой-ой-ой. Сама идея создания подземной станции считается одним из наиболее амбициозных урбанистических проектов не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Лучшие польские и российские инженеры трудились более 30 лет, чтобы, наконец, предоставить самую передовую транспортную систему новой эры. Эта воистину бесконечная сеть взаимосвязанных туннелей позволяет жителям Новой Зари менее чем за 10 минут добираться с одного конца города в другой. Благодаря стараниям талантливой команды архитекторов, дорога на работу больше не ассоциируется с монотонностью и скукой, ведь вся станция превратилась буквально в художественную галерею. Богатые декорации и потрясающие мозаики на стенах превращают обычную ежедневную поездку в глубокое знакомство с культурным наследием. На общем фоне особенно выделяются работы Энтони Сурмы. Его вдохновляющие монументальные скульптуры – это лучшее, что может предложить социалистический реализм. Презентация книги «Моя жизнь в Новой Заре» отложена. А, мы обошли сломанную лестницу. Ну, пон тогда. А что, ты что стоишь? Что стоишь? Аптека, что ли, какая-то? А, ну вот сверху факел нарисован, понятно. Ремкомплект средний. Инжектор с жидкостью, который устраняет пробой в темпоральном панцире. Позволяет умеренно восстановить целостность панциря. Ну, типа как 2 деления здоровья, да? Боеприпасы для пестика нельзя взять. Здрасте. Ну давай в тайник. Смотри, 2 штуки я в тайник кладу. Тайник. Чтоб не терять, правильно? Нет места в инвентаре. Ядро. Хорошо, ядро для улучшения. Давай ложим факел. Факел. Берем ядро, улучшаемся. Ядро, лимит ресурсов. Все, это окей. Энергия 1000. Факел, огнемет. Время горения, изготовляемое количество и лимит слотов инвентаря. А, на факел ядра нужны. Что-то я не до конца понимаю. Факел, огнемет. Я так понимаю, что это приспособа для нашего кассета. То есть берешь такую, типа, бутылку. Типа железная бутылка такая. Вставляешь туда как-то и каким-то образом это все начинает гореть. Я просто думала, что это патроны, и к нему нужно оружие. А на самом деле нет. Пистолет, энергия. Ну вот у меня, например, косарь. Стабилизация, скорость перезарядки, скорость зарядки выстрела. Вот скорость зарядки выстрела было бы круто на самом деле. 450. На остатке можно что-то купить. Химикаты. Подходят для изготовления множества полезных ресурсов. Металлолом. Для создания более сложных. А, вот металлолом нужен для факела. 2. 250. Ремкомплект малый. Боеприпасы для пистолета. Отстань. Сколько я могу купить? 250. Все. Не, ну вот это вообще жирно, я считаю. Подожди ты.
Крафт. Подожди, фабрикатор. Две штуки в тайник. Горючее для факела сюда. Ремкомплект средний. Не-не, средний. Давай вот это... 2 малого ремкомплекта. Освободим слот. Освободим слот. И попробуем. Как вот сюда переключиться-то? Ремкомплект малый. Горючее для факела. Типа мне нужно 3 шестеренки, чтобы крафтить одно горючее. Я купила 2 шестеренки, правильно? Ну или 2 металла, не знаю, как правильно называть. Ну хорошо. Тогда я возьму боеприпасы для пестика. Все, пойдет. Аптека перезаписана. У вас уже есть этот предмет. Чтобы получить этот предмет на станции распределения, сначала нужно его использовать. Так я могу каждый раз подходить и брать по одному факелу? Но эта игра, она ведь... Это ведь как бы не открытый мир. Правильно? Мы же не можем просто так возвращаться куда-то, куда мы уже не можем пройти. Что это такое? Ну хотя, может быть, если ты недалеко где-то здесь использовал. Ага, и построили заново. Не, ну круто. Не, ну а что, видишь красную бочку, просто стреляешь, все. Такое мясо поотлетало. Я не понимаю. Блин, вот надо мне использовать вот этот факел сейчас или нет? Как понять, в какой ситуации это уместно, а в какой ситуации неуместно? Энергия 200. Жесть, ну тут реальный постапокалипсис просто. Так, а если я пойду задом вперед и буду смотреть на ресурсы? Так, ну вот записка. Граждане, объявлен бессрочный карантин. Любые несанкционированные попытки покинуть город будут сурово караться. Ага, только я ядро не вижу. Где центр-то вашей аномалии? Где-то тут? Может, мне вниз надо спрыгнуть? Вон. Стоп, что я сейчас делаю? Вот я активирую. Вон вижу, смотри. А отсюда будет видно?
А, ну окей, хотя бы так. Дорога построена. А, ну все равно вниз надо будет идти. Ты что, застреваешь? Так, вот это вот неспроста, неспроста. Ну сюда иди. Ну ты дал, конечно. Ну и фигня. Ну чё, я успела его придавить? Жесть, какие-то пацаны жесткие. Чё там вылетела энергия? Мне кажется, я как-то не в тему прострелила вот эти бочки. И чё они мне предлагают? Вернуться на место или что? Не, ну похоже на то. Банка, химикаты. Может, надо будет скрафтить. Энергобанк — ценный предмет. Контейнер, который путники раньше использовали для хранения энергии. На рабочей станции его можно обменять на энергию. Энергобанк. Или это пауэрбэнк, что ли? Для зарядки телефонов? Так, пока не знаю, что делать с аномалией. Надо скрафтить боеприпасы. Ага, и все. И ничего у меня нет. И ничего нет. Удалить предметы, отменить. Как-то удалить. Вот с этим, если я что-то делаю, то что? То оно поднимается наверх. И какой в этом смысл? Если красное, то оно встает вот так вот. И опять непонятно, какой смысл. Так, а я тут сделала перерыв небольшой и случайно вспомнила то, что я обещала рассказать, куда я сейчас пропадаю и что вообще происходит. На самом деле, если ты подписан или подписана на телеграм-канал, то некоторое время назад я писала, что канал сейчас будет работать постольку-поскольку, когда у меня появится на это возможность и какие-то физические силы. Дело в том, что сейчас я разбираюсь с проблемой или даже проблемами по здоровью. Мне не совсем просто об этом рассказывать, и я рассказываю это только для тех, кто в этом заинтересован, вообще заинтересован знать и услышать эту информацию. В общем, все дело в том, что около 6 лет назад у меня в здоровье были обнаружены некоторые отклонения. Я не знаю, как это по-другому назвать. И тогда, в то время, я была настолько погружена в работу, то что я не могла даже уделить внимание этому, как-то попытаться покопать в эту сторону. И как бы самое печальное в том, что врачи и не один врач говорили о том, что делать ничего не нужно, здесь все окей, просто периодически обследуйся и как бы живи дальше. И, к сожалению, по прошествии 6 лет на сегодняшний день, а точнее в мае этого года, случилось такое, что вот представь, идет какое-то фоном заболевание, и потом у него такой пик, знаешь, такой всплеск плохого состояния в организме произошел.
я поняла то, что, ну, как бы пришло время разбираться с этой проблемой. И вот в этом году лето, наверное, самое максимально странное вообще, которое было в моей жизни. У меня было очень странное состояние, нехорошее. Май-июнь это 2 месяца, которые были для меня максимально жесткими. Вообще просто я была в никаком состоянии. И сейчас где-то последний месяц, месяц с хвостиком, где-то 1,5 месяца я буквально ежедневно занимаюсь тем, то, что я изучаю всю информацию, которая есть в свободном доступе по своему конкретно заболеванию, и читаю всякие там научные статьи. К счастью, я умею читать и интерпретировать научные статьи, и для меня это не составляет труда. И на данный момент я хочу сказать то, что я накопала и сложила себе в голове такой огромный-огромный пазл, где одно вытекает из другого, цепляет при этом третье, при этом цепляет четвертое и так далее и тому подобное. И вот параллельно тому, как я все это изучаю и информацию перерабатываю в своей голове, то есть занимаюсь такой жесткой интеллектуальной деятельностью и параллельно изучению этой специфической информации хожу к врачам, провожу всякие исследования, на основании которых изучаю этот вопрос дальше. И у меня в голове сейчас такой огромный пласт информации, которой я уже могу распоряжаться в своих целях. Это лечение будет занимать не месяц, не 2, не 3, оно может затянуться на год и потом постоянно поддерживаться в течение моей жизни. К сожалению, во время обследования была обнаружена еще одна проблема, которую я могу убрать только при помощи операции. К сожалению. И думаю это делать где-то через несколько месяцев. Вот, то есть это как сказать, не та проблема, которая относится к моему основному заболеванию, которое начинало диагностироваться 6 лет назад. Это проблема, которая, так скажем, сопутствующая, которая решается только хирургически. Так что я сейчас живу вот в таком, знаешь, постоянном перерабатывании информации, ловлю стресс временами. После этого я себя успокаиваю, потому что стресс вообще никому не нужен. Я себя начинаю успокаивать, приводить какие-то доводы, копаю дальше. И поэтому стабильности в деятельности на канале сейчас быть просто не может. И по причине моего физического состояния, по причине того, что все там материальные, финансовые, энергетические, умственные ресурсы уходят в решение этой проблемы, которая зрела в течение 6 лет. И то решение, которое я сейчас приму, оно повлияет буквально на всю мою последующую жизнь, поэтому принимать его нужно очень осторожно и хорошо понимать, что ты делаешь. Собственно, в таком состоянии сейчас живу. И пока у меня был перерыв, я додумалась, а что если встать на этот камень? И он меня подымет вверх, как думаешь? Ну а чё я просто так хожу? Не, ну смотри, реально. Я сразу говорю, я не спец в подобных играх. Я играю просто как получится. Ой. Ну вообще, насколько я посмотрела, эта игра у всех, много у кого подлагивает. Временами подрагивает. Но абсолютно не критично. Что-то иногда чуть-чуть. А что за дом? Мы опять в какой-то дом пришли? Подожди, С. Найти место по заданным координатам. Отправиться в жилой комплекс в секторе D3. Ну, короче, мы почти тут. А, опять улучшение? Улучшение, сохранение. Нет места для реинкомплекта малого. Что такое? Нет места в инвентаре молот проф 2030. А, мне дают оружие, типа? Нет места гильзы для дробовика. Слушай. Так а я пойду все сложу и соберу то, что мне тут надо. Энергобанк. А, давай продадим энергобанк. Смотри-ка, энергия 700. Купить, продать. Продать, энергобанк, ценный предмет. Ага, смотри, улучшение 1700. Темпоральный панцирь.
Так, это ядра. Ядро у меня есть или нет? Фиг знает. Вот пистолет за деньги улучшается. 1700. 1400 скорость зарядки выстрела. Обойма. Давай обойму. 700 осталась стабилизация. Скорость перезарядки. Скорость перезарядки, короче. Все у меня по нулям. Инвентарь. Один слот есть. Ой, что такое? Молот проф. Оружие, стреляющее множеством маленьких раскаленных снарядов. Идеально подходит для ближнего боя. При заряженном выстреле наносит повышенный урон и охватывает больший радиус. Найден еще один модуль реликвии. Молот. Это как отдельное оружие или это модификация пистолета? Он помогает получить преимущество в ближнем бою. А, нет, другое оружие. А выглядело так, как будто бы она что-то надела на пистолет. Ну вот сюда, на двойку. А чё у меня так много ремкомплекта? А меня дамажили или нет? Гильза дробовика, подожди. Подожди, я путаюсь немножко. Что мы с тобой складируем? Ремкомплект малый. У меня уже 4 штуки скопилось. Гильза дробана. Забираю. Горючее факела ложу. Гильза дробовика, ну. У вас уже есть этот предмет. Так, подожди. А ремкомплект средний вообще-то не склеивается, получается. Средний. А вдруг меня сильно бить будут? Это ж надо еще понимать, когда тебе использовать ремкомплект средний. Видимо, только в случае, когда у тебя красное здоровье. Патроны пистолета, гильзы дробовика. Срочно нужно расширять инвентарь, я считаю. Хотя нет, ну давай... Ладно. Ремкомплект малый. Средний 2 малых, хорошо. Ну вообще надо расширяться. Ядер нет, короче, энергии нет. Все. Сохраняемся. Какая, интересно. Все, больше ничего нет. Стоп, а я думала, здесь проход какой-то. А, так это не проход, это закуток, что ли? А куда я иду туда? Сюда, нет? Погодь, я вот забралась наверх. Это просто для лута, для прокачки и все. А если еще раз? Так, ну вот это укатило и что? Да здравствует рабочий класс. Стоп, я туплю или как? Здесь нет прохода дальше? Не, ну мы всяко должны были сюда прийти. А, ну... Вообще просто... Ну, смотрю, больше нет никакого способа никуда пройти. Что это за баночки? О, Новый год у кого-то.
Это когда, знаешь, елку до лета не выносишь, она вот так вот выглядит. Энергия 50, окей. Сблизься с близкими. Проводи Рождество с родными. Используй карантин, чтобы проводить время с близкими. Сплоченная семья – основа социализма. Так, закуток не просто так. Ага. Надеюсь, я ничего не пропустила. Так, энергия. Ну, конечно, очень хочется прокачивать костюмы оружия. Хочется прям эффективно долбить врагов. А что такое? Шестеренки металлолом, точно, для факела. А чё, горючее для факела. Все, реально, 3 штуки металлолома равно 1 факел. Почему они факелом назвали? Какое-то странное название. Химикаты, энергия. Стирал какой туалет доисторический. Ну-ка. Вижу точку погружения. Здание сильно пострадало от аномалии. Ну да, оно что-то левитирует там. Кусочки в воздухе висят. Скучаю по деткам. Мои детишки больше не подходят к моей двери, чтобы пообщаться со мной. Раньше они оставляли мне немного еды, хотя я не против. Надеюсь, их не отправили на карантин. Не хотелось бы этого. Может, они просто забыли обо мне? Так было бы даже к лучшему. Я знаю, это невозможно, но я бы так хотел взять их на руки. Так, опять чуть не пропустила энергию незаметную. Этот свет. Это должно быть ядро аномалии. Чё за рука? Это откуда? А кто-нибудь объяснит, что за аномалии вообще? Почему так? Почему люди стали биомассой? Какая-нибудь нужна теория заговора против человечества? Ой. Вот это неожиданно было. Иди сюда, дробовик у меня есть. Давай, подходи. О. 3 дробовика надо. Вопрос, если вот этого факела у нас тревога, конфликт. Ну тут реальный конфликт. Конфликт 100%. А как поджигать-то? Стой! Да двигайся, ты можешь двигаться. Обалдеть. А почему вы не взорвались?
Ага, промазал. Пипец какой-то. Меня жмут просто. А, вот же. Да не, вон то, вон на бочку стреляй. Во, круто. Офигеть. Так, ремкомплект малый использовать. Стоп, у меня патроны кончились вообще прям с концами. Если что, переигрывать будем. Потому что как бы я вручную-то его не завалю. Так, что ж мне делать-то такое? Не, ну получается фактически то, что я использовала патроны преждевременно. Нет, смотри, 3 патрона есть. Ну ты косой, конечно. Но у меня, кстати, 1 удар, и все, конец. Да. Я предлагаю все-таки переиграть. Как-то в этом пространстве их нужно собирать в кучу. И выстреливать эти бочки. И использовать огнемет. Не знаю, давай будем называть это огнемет. Так, а что у меня не так? 3 здоровья. Ну, инвентарь, я считаю, что-то совсем жесткий, какой-то маленький прям. Так, ну давайте сюда, идите. Тревога. Конфликт. Так, большого вальнули. Что-то, подожди, что-то выпало. Так, поджигать кого? Поджигать кого? Да, может быть, не надо было сейчас это делать. Отбегаем. А еще бочки есть? У-у-у! Хоп, по морде дала. Так, ну похоже, было только 2 бочки. Тут надо понимать, что, короче, он начинает с это слияние, высасывает из трупов энергию. Вот бочки, кстати. А как мне их так долбануть? Ну, в принципе, написано, что моя броня же не взрывается. Вот жирный, подходи, жирный. То есть я могу не бояться взрыва, получается? Кажется, он опять слился. Может, его дробаном зафигачить?
Вот его теперь поджечь надо, по сути. Продолжить нашу работу. Ну, как смогла, так сделала, получается. Можно было лучше. Вхожу в сектор D3. Направляюсь к точке погружения. Следовать координатам к точке погружения для продолжения миссии. А, знаешь, что сейчас вспомнила? У нас же была такая комната уже. Сюда то ли болторез, то ли реально какой-то замок. Ой, замок, говорю, ключ нужен. Слушай, что, а как я должна была это сделать? Я уже забыла, где, но была комната, куда требовался ключ. Так, а игра в курсе, то, что мне нужны припасы какие-то? Убегай, 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 не стой на месте. У него, кстати, у этого врага на футболке было написано «Медиум». Это разработчики скажут, это не реклама их игры другой. Чисто не реклама. Слушай, ну если вот эти челы все встают, тогда что мне с ними делать? Как мне так оперативно себе мутить факел? А сюда можно стрелять в канистру? А, вот бочка. Энергия. Не верьте в их ложь. А что такое? А? Я, короче, сначала смотрю на улице, что происходит. Да, здесь происходят химикаты, например. Рекомплект. Что, средний или малый? Ну, типа средний. Ну, просто химикат на полу даже валяется. Что это вообще такое? Так, а компас? Следовать координатам к точке погружения для продолжения миссии. Хозяйственный магазин. О! Попробуй ключ еще найди. Давай найдем. Закрыто до дальнейшего уведомления. Чтобы получить последнюю возможность оформить доставку, обращайтесь ко мне в дом 34, квартира 29. И как мне туда идти? Ну так-то неплохо отбила. Она почти попала в меня. Да сколько у вас закрытых дверей, а как их все открыть-то? А, ну, кстати, мы, похоже, пойдем в какой-то дом. И там найдем, может быть, ключи и от хозяйственного, и просто от этих дверей с цепями. Служба военного правопорядка напоминают. Будьте бдительны, анархисты саботируют нашу смелую народную республику в эти времена смуты. Если вы столкнетесь с любым из этих незаконных действий, вандализм в отношении собственности республики, пропаганда антиреспубликанских лозунгов, агрессивная музыка, общая дегенеративность, сообщите о нем в ближайшем пункте военного правопорядка. Любое донесение, приведшее к аресту, будет вознаграждено, а преступник сурово наказан. Так, один металлолом.
А, вот еще ящик. Да, энергию прям копить надо долго. Ага. О, ты как попал-то, в смысле? Ну, я все высадила просто. Время вышло. Ничего, у вас там кирпичи летают. Так, вот здесь вполне может что-то быть. Вполне. Или вот здесь. Да, ящики есть. Что там? Опять стал какой-то. Хорошо, что он медленный. Но вот это добивание сейчас в тему было, я прям успела это сделать. Как овцы для мясника. Реально какая-то аномалия с диваном. Что это? Ну вот, 100 энергии, немножко посущественней. Ага, надо ядро только найти. Ты что делаешь? Он хотел слиться, я ему помешала. Ага, круто. Но он уже подъехал, сосать начал. А, так, это проход. Хорошо, давай по порядку. Семь два, дробовика нет. Горючее для факела. Это мы изготавливаем, потому что 3 шестеренки, ремкомплект малый. Хоть как-то. Как-то жить-то надо. Это 3 чего? Это 3 пестика. Рапорт такой-то, такой-то. Обыскал все здание и ничего не нашел. Не нашел ни единого следа этой старушки. Слышал непонятный вой за гаражами. Может, вентиляция? Дополнительные заметки. Клянусь, если я получу еще одну жалобу о том, что она шастает по дому, я уйду в отставку. Там смердит дохлыми крысами. Больше меня туда не отправляйте. Старший констебль Марсен Жбик. Что за жесть вот это? Какая-то это биологическая перегородка, видишь, с соплями. Сопливая перегородка. Еще одна дверь закрытая. Как они хотят, чтобы я делала с этим? Че, они... Я что, прострелить, что ли, должна? Слава богу, что нет. Не, ну дверь не простреливается. Ну ключи... Может, я найду какой-то мастер-ключ, который открывает все локации? Столько дверей на цепочках. Это ж капец. Что там взяла такое? А, ремкомплект энергия 50. Ну, это какой-то бабкино жилище, реально.
Капец, как я должна это открыть? Еще самое интересное, надо запомнить, где эти двери. Как это сделать? Гаражи. А вот это? Жители Новой Зари, не покидайте свой дом, не эвакуируйтесь без указаний. Карантин все еще действует. Ждите дальнейших указаний. Сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и не сдавайтесь. Здесь надо будет вспомнить, в какой квартире, на каком этаже живет этот хозяин продуктового магазина. Взаимодействие есть. Короче, я поняла, эта игра, это польский Dead Space. Правда, Dead Space в моей жизни был настолько давно. Такое ощущение, что Dead Space где-то в прошлой жизни там был. Это было очень давно. Я знаю то, что выходил его там ремейк или ремастер, короче, который делал лучше графику. Но я его не перепроходила и, в принципе, не горю желанием. Но я слышала то, что эту игру с Dead Space сравнивают. Может быть, по атмосфере. Может быть, еще как-то. Хотя Dead Space не в польских городах происходит. Ну, мне кажется, все равно мы всегда ищем, с чем сравнить ту или иную игру. Агент Каттерс. Агент Каттерс в деле жизни одного солдата. Какие-то комиксы собираем. Вот все надо обшаривать. Хочешь нормально играть, все надо обшаривать. Везде лут весь забирать. Вот знаешь, какой вопрос? Вот сжигать мне вот этих вот челов или нет? То есть будут они мне еще мешать? Я просто не понимаю, при каких обстоятельствах они встают. Они встают просто потому, что они поспали им нормально или что? Или если ты их убил, значит ты их убил, и получается, что просто другие враги могут с них подпитаться, то есть слияние вот это осуществить. Так что ли? Цель проживала в квартире 48. Статус жильцов дома... Поднимаюсь. Статус жильцов дома 34. 44 Брода выбран для перемещения, 45 Возняк пропала, 46 Новицкий умер, 47 Матецкий карантин, 48 Вишневский пропал. Нас интересует Вишневский и знаешь еще кто? Кот Боровка. Нас интересует, блин, записи. Сколько много мы записок уже собрали, я офигела. Как найти это? Записка владельца магазина. Дом 34, квартира 29. Здесь таких квартир вообще нет. Это в дом 34. Это, видимо, другой дом. Как они хотят, чтобы я это все нашла? Не пон. Тихие часы – это не только привилегия, но и обязанность каждого жильца дома. Их нужно уважать. А это, в свою очередь, означает, что после 22:00 запрещается использовать электроинструменты или слушать музыку. Ну или что ты там называешь музыкой. Да, я тебе, Вишневский. Либо ты начинаешь уважать своих соседей, либо столкнешься с моим гневом. Смотритель здания Генек Лис. Тот самый Вишневский, которого мы ищем. О, ну это круто. Ну вот это вообще круто. Ядро даже дали. Сейчас налутим, накрафтим. Так, главное ничего не пропустить. А что такое? Ага, нам нужен опять какой-то этот... Как он назывался там? Какой-то там ключ. Горючее для факела убрать.
Ядро. Давай используем одно ядро сейчас. Дробовика, ремкомплект малый. Изготовим и все. Время горения, огнемет. Пистолет, стабилизация 500. Дробовик. Дробовик тоже качать надо. Огневая мощь 3000. 3 косаря надо скопить. Тогда будет ок. Время горения одно ядро. Ну, давай. Купить ремкомплект средний 600. Малый 350. 1. Металлолом купить. На самом деле очень ограничены ресурсы. С другой стороны, если бы они были не ограничены, то какой смысл? Стоп, а если я уберу горючее для факела, я получу с той станции вот эту вот горючку? У вас уже есть этот предмет. Каким образом это работает? У меня же в инвентаре его нет. Я думала, игра будет думать, что у меня его в инвентаре нет, и все. Кстати говоря, вспомнила то, что недавно тоже вышла игрушка под названием Hell is Us, но она Dark Souls подобная. И сначала я подумывала о том, чтобы ее не на канал, конечно, проходить, очень долгая игра, но просто для себя поиграть. А потом, когда посмотрела, что там вот эти вот Dark Souls'ные драки и все прочее, ну, все-таки я люблю что-то более похожее на эту игру в жанре survival horror. Вот с таким вот видом персонажа, с таким вот управлением, ну... Вообще, как бы, мне все здесь нравится. Я думала, то, что мне будет сложнее в боевке. Возможно, я делаю где-то ошибки, ну, потому что я и не тренируюсь в подобного рода играх. Ну, а мне пофигу, потому что все проходится нормально. Возможно, в будущем будут трудности, так как эта игрушка тоже не короткая. Возможно, будут какие-то трудности, но тогда мы будем просто их переигрывать. Ни проблем в этом никаких не вижу. Мне игра понравилась, и я думаю, то, что по возможности будем проходить ее дальше. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. И не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.